Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу вам подарить ритуал, очень нужный для вас. Хотя я здесь использую статую фортуны, но вы можете сами решить, можете использовать статую фортуны, можете нет, не имеет особого значения. Для этого ритуала вам понадобится золотая вещь, серебряная вещь. Можно с камнями какие-то украшения. Можно доллары, можно рубли, то есть российские деньги, да, 1000 рублей, 5000 и прочее. Если доллары, то можно мелкие. Я использую обычно в денежных ритуалах доллары, потому что у них энергия особенная, другая. Друзья мои, мы всю свою жизнь используем свой паспорт. У нас есть паспорт, мы знаем, что мы граждане страны, и особо не задумываемся, что это такое. А ведь на самом деле паспорт – это наша мини-судьба. Судьба в маленьком таком контексте собранная. Потому что в нашем паспорте наши данные, данные о наших родителях, о месте рождения. Раньше писали национальность, сейчас не пишут. Браки, разводы, дети, прописки, где мы были прописаны, когда вышли отсюда с прописки, прописались там-то и так далее. То есть в нашем паспорте собрана наша судьба, наша мини-судьба. Все эти наши переезды, переписки, наши браки, замужества, разводы и прочее, прочее. Естественно, и наши дети. Это говорит о том, что если мы хотим над своей судьбой начитать какую-то защиту и удачу, самый удачный вариант, который можно предположить, это паспорт. Это взять нашу мини-судьбу, то есть то, что представляет из себя некое отражение нашей судьбы, и над нашей судьбой, начитать то, что мы хотели бы получить в этом мире, и что мы хотели бы притянуть к себе. В древние времена людям выдавалась особая грамота, когда был, перепись населения, для того, чтобы узнать, сколько там крепостных, сколько вольных людей, сколько мастеровых, у каждого князя, у каждого властимущего была перепись населения. Одно время выдавали грамоты людям, одно время выдавали каждой семье. То есть грамота хранилась в семье, например, в частности, в «Русской правде» Ярославичей, каждой семье выдавали грамоту, где было написан весь список семьи, сколько человек, какого пола, естественно, кто когда рожден, кто когда умер. Также были особые книги у местных священнослужителей, где были зарегистрированы браки, рождение детей и прочее. Государство всегда регистрировало своих граждан так или иначе, пытаясь понять, сколько людей и так далее. Это делалось не только из-за того, что вас очень любят, обожают, а еще потому, чтобы с вас брать налоги, чтобы знать, какой человек чем занимается, чем он может быть полезен государству. Друзья мои, это правильно, потому что мы платим налоги, вообще по идее, если в идеале так должно быть, мы платим налоги, налоги идут государству, налоги идут правоохранительные органы, которые нас должна защищать, налоги идут в медицину, которая должна нам помочь, вылечить, спасти в трудную минуту, когда у нас нет выхода, и мы обращаемся, вызываем скорую. Налоги идут на строительство дорог, которые должны построиться, на строительство детских садов, школ и так далее. И самое главное, поддерживает государство мир. То есть налоги идут в армию. Кормим армию для того, чтобы армия нас защищала. Так было всегда, так было еще со времен родоплеменных отношений, и так есть сегодня. Так вот, паспорт – это в какой-то смысле и печать на твоей судьбе. То есть ты есть. Никто не задумывается над этим, и
Очень зря, потому что даже цифры, даже регистрации вашего паспорта, да, с какими цифрами, как приплюсовать ваши цифры все вместе, там, скажем, номер паспорта, серия паспорта и так далее, получается определенная цифра. И эта цифра тоже влияет на судьбу человека. Именно поэтому определенные религиозные организации яростно сопротивлялись получению паспорта и вообще любых документов, считая это клеймом на судьбе, что это определенным образом влияет на нашу судьбу. Ну, они где-то были правы. Хотя я считаю, что человек, если он отличается от животного хоть чем-то, он должен иметь паспорт. Даже у животного это есть. Он должен быть кем-то, если он гражданин. Чтобы чувствовать себя полноценным человеком, нужно иметь полноценные документы. А самый главный документ – это наш паспорт. То есть вообще в армянском языке паспорт звучит как анцнагирь, личное удостоверение. То есть удостоверение, которое твою личность удостоверяет. В русском лексиконе очень много слов, взятых с латинских слов, с греческих. В армянском языке очень мало инородных слов. Основное количество слов – это именно родные слова. Это у нас очень такой именно язык, он сопротивлялся инородным элементам, поэтому много сохранил свое. Ну, если у армян только мат, только по-русски услышите. Потому что такого отборного мата, как у русских, нигде нету. Поэтому приходится, да, в этом деле мы вам, конечно, проигрываем. Итак, давайте о серьезном. Что бы вы хотели, чтобы ваша судьба к себе притянула? Никто из вас не замечал, что когда вы ложите в паспорт определенную купюру, то тянутся к вам деньги. Никто не замечал? Так вот, попробуйте после этого в паспорт свой ложить или 1000 рублей, или 5000. Положите 5000, у вас будут достаток. Положите 1000 рублей, у вас не будет нехватки денег, средненько будет. Смотря какую купюру вы туда положите. Если у вас будет доллар, то у вас постоянные, значит, денежные вот эти вливания обеспечены. Потому что, еще раз повторяюсь, не потому что я расхваливаю доллар, а потому что доллар имеет очень сильную энергию, друзья мои. Итак, берете свою мини-судьбу, ложите сюда, на стол. Значит, алтарь либо черный, либо красный, по вашему желанию. Свеча должна быть красная обязательно. Вокруг своей судьбы. Что вы хотите притянуть к себе? Я вам говорила, что определенные ритуалы – это как создавание виртуальной реальности, которая воплощается в настоящую реальность. Что вы хотите вокруг себя видеть? Золото, роскошь, красоту, красивые вещи, красивых людей, золотые предложения, нужные моменты. Золото очень хороший проводник. Именно поэтому в древние времена женщины носили золотые украшения на лбу, потому что на лбу, там, где третий глаз, то есть место, которое отвечает за интуицию, за ясновидение и прочее, оно усиливалось золотом. Итак, золото. Серебро, как символ чистоты. Чистые люди, чистые заработки, чистые моменты, безопасная жизнь и так далее. Камни, какие хотите. Это уже для красоты, для роскоши, для большего шика в свою жизнь. Деньги вокруг. 4 купюры достаточно. 5-я купюра должна быть вот здесь. В конце узнаете почему. Берете красную свечу. Я этот ритуал, который был более сильный, мой, естественно, ритуал, я немножко, скажем так, грубо говоря, подогнала под простых людей. Для них сделала, более упразднила, убрала оттуда некоторые вызовы сил, которые простому человеку незачем, да, и сделала так, чтобы подходило для простого человека, друзья мои. Потому что я о вас думаю, как вы уже догадались. Этот ритуал можно провести раз в месяц, например. И целый месяц у вас будет спокойная жизнь, умеренная, без каких-то там особых страданий. Если вы переживаете, скажем, у вас какие-то неурядицы дома, какие-то проблемы, точно так же можете со своим паспортом провести это все.
И заметите, что ваша судьба начинает как бы закрываться в кругу таком защитном, что начинают отходить от вас люди неприятные и так далее. Еще раз повторю, если у людей есть такие страшные проблемы, которые касаемо смерти, касаемо очень таких страшных болезней и прочее, конечно, в этом случае это все не так поможет. Но если у вас, собственно говоря, уже очищенное вот это внешнее пространство, если у вас нет таких страшных проблем и бедствий, то этот ритуал очень кстати. Берем. Можете против часовой стрелки, можете по. Это не имеет никакого значения. Вокруг вот так делаете круг. Осторожно, чтобы не капнуло, конечно. Придут 3 духа, встанут передо мной. Имя первому — посланник судьбы, имя второму — посланник счастья, имя третьему — посланник богов. Духи, вы свидетели, слышите, видите, исполняйте. Духи спросят меня, чего я желаю? Отвечаю. Желаю я счастья, удачу и благословения богов. Черчу красный круг вокруг своей судьбы. Духи, идите кругом вокруг моей судьбы. Красный круг счастья черчу, а духи круг сей благословляют. Во всех делах мне помогают. Вот моя судьба перед духами. Духи защитят, духи помогут, от напастей спасут, одарят. Защитят, дадут мне деньги и взлет. Немножко шатает, когда читаете, поэтому может сбиваться. Круг красный вокруг судьбины черчу, защиту и помощь от духов прошу, и все получу. Красный круг вокруг моей судьбы. Посланник судьбы меня услышал, посланник счастья меня услышал, посланник богов меня услышал, судьба благословит, счастье дастся мне, боги благоволят ко мне. Еще раз. Красный круг счастья черчу, а духи круг сей благословляют. Во всех делах мне помогают. Вот моя судьба перед духами. Духи защитят, духи помогут, от напасти спасут, одарят, защитят, деньги и взлет подарят. Судьба в кругу защитном, в том кругу счастья будет жить, удачи и фарт. Окружаю свою судьбу тем, чем хочу. Золото, деньги, сила, защита. Что сказано, то и будет. Ключ неба, замок земля, вся удача, все на меня. Заклинаю. Сделайте это 1 раз. Берете купюру, самую большую, открываем паспорт, где ваша фотография. Ложите туда и оставьте на некоторое время, на полчаса. После можете алтарь убрать, все это по местам разложить. И через некоторое время заметите немалые перемены в своей судьбе. Пользуйтесь. Дарю вам всем удачи и всех благ.